4 яйцам добавляем 250 грамм сахара. И вот так вот ручным венчиком все хорошенько перемешиваем. Конечно, если у вас есть электрический миксер, добро пожаловать, можете взять и использовать его. И все на этом достаточно, не надо очень долго все это перемешивать. Теперь добавляю сюда 200 мл обычного растительного масла. Подготовим муку. Здесь у меня 250 грамм муки высшего сорта. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали просеивать муку. Добавляю сюда чайную ложку разрыхлителя. И также добавим сюда чайную ложку корицы. И тоже перемешаем. Если вы готовите морковный торт зимой и у вас есть апельсины, то цедра апельсина прекрасно подойдет к этому торту. И теперь добавляем сюда муку с корицей и с разрыхлителем. 250 грамм муки, если я не сказала. Перемешаем это все тоже. И под конец уже мы добавим тертую морковку и грецкие орехи. Добавляем 250 грамм тертой морковки. Как вы заметили, морковка, мука и сахар в одинаковом количестве, по 250 грамм. Здесь уже, наверное, лучше пользоваться спатулой. Этот венчик мы уберем. Вот этой спатулой мы аккуратно перемешаем. Или ложкой можно, как вам удобнее. Можно вместе с морковкой сразу же добавить и нарезанные измельченные грецкие орехи. Здесь у меня 100 грамм. Вот и все, наша смесь для морковного торта готова. Я буду печь морковный торт вот в этих двух формах. Они у меня диаметром 20 сантиметров. Морковный торт можно печь любой формы. Можно даже как маленькие кексики, маффины их приготовить. То есть он в любом виде будет очень и очень вкусный. Как вы видели, я смазала края и дно сливочным маслом. И теперь я примерно постараюсь равномерно распределить половину сюда и половину в эту форму. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке минут 30. Это если у вас вот такие формы по 20 сантиметров в диаметре. Если у вас другая форма, то уже смотрите по своей духовке, пожалуйста, и по своему торту, по своему кексу, как хотите, так и называйте. А теперь я вам покажу, как приготовить вкуснейший крем для нашего морковного торта. Нам понадобится вот такой чудесный сыр Филадельфия. Здесь у меня 180 грамм. 100 грамм обычного сахара, 50 грамм мягкого масла. Вот это все достаточно, но так как моя дочка любит шоколадный привкус, поэтому я добавлю еще столовую ложку какао-порошка. И миксером все это хорошенько перемешаем, чтобы сахар, масло, все это получилось однородной, равномерной консистенции. И на этом все, крем будет готов. Вот и все, крем готов. Вы видели, как просто он готовится, и этот крем можно использовать для любых тортов, для любой выпечки. Со всеми выпечками он будет очень вкусно и идеально смотреться. 30 минут наши коржики пробыли в духовке. Обязательно проверьте готовность деревянной палочкой, пожалуйста. Коржики полностью остыли, осталось только смазать их кремом. Украсить этот чудесный морковный торт вы можете грецкими орехами, например, можете кокосовой стружкой, можете просто оставить вот так, ничего не добавлять. То есть это уже на ваше усмотрение. Но в любом случае, в любом виде этот морковный торт чудесен. Очень-очень вам рекомендую попробовать. Морковный торт я впервые попробовала в Лондоне, когда много лет назад приехала. И увидев в кафе этот торт, я очень и очень удивилась, когда прочитала морковный торт. Я подумала, как же возможно из морковки сделать торт.
Даже имея маму профессионального кондитера, я никогда не слышала о морковном торте в Советском Союзе. И вот теперь этот торт стал моим самым любимым. Очень вам рекомендую. Обязательно попробуйте. Обязательно приготовьте. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими рецептами со своими друзьями.